Если вы проживаете в многоэтажном доме старой постройки и решили заменить полностью всю проводку у себя в квартире, то вопрос, где взять заземление, у вас обязательно возникнет. Всем привет! Вы на канале технических решений Энергомаг. Меня зовут Александр. Сегодняшнее видео будет интересным как для профессионалов, так и для любого человека. Поэтому я рекомендую вам досмотреть наше видео от начала до последней минуты, чтобы не пропустить все важные детали. Готовы? Тогда поехали. Реконструкция проводки включает в себя замену старых двухжильных проводов на новые трехжильные с отдельной жилой под заземление. И некоторые жильцы таких домов, стараясь схитрить, не имея контура заземления, подсоединяют корпуса своего оборудования к батареям, газовым трубам и так далее. Давайте вначале посмотрим, к чему может привести такое заземление. Обращаю ваше внимание, что это была газовая труба. Никогда не делайте такое заземление. Вы спросите, а что же делать, где взять заземление? Давайте будем вместе разбираться. Для того, чтобы заземление появилось в квартире, провод заземления необходимо где-то подключить в общем электрощите этажа. Главное, что вы должны помнить, не всегда этот провод можно подключить безопасно. Прежде всего, необходимо выяснить, какая система заземления у вашего электрощита. Какие существуют системы заземления в многоквартирных домах. Для того, чтобы было понятно, что означают буквы в названиях, вначале просто запомните, что Т это терра, земля, Н нейтрал, это нейтраль, и ПЕ, Н это protective, SN совмещенный защитный и нулевой проводник. Все многоэтажные дома старой постройки имеют систему заземления TNC. Что это означает? В щит заходят три фазы и совмещенный PEN проводник, о чем говорит буква C, английское слово combine, объединять. Всего проводников 4. PEN проводник это по сути нулевой провод, который реально не несет в себе функции защитного заземления, хоть и в названии у него это написано. Раньше, до 2000-х годов, при строительстве домов нулевой провод подключали на корпус электрощита, тем самым выполняя зануление. То есть этажные электрощиты в домах советской постройки не заземлены, а занулены. А зануление нынешними правилами устройства электроустановок запрещено. В современных домах применяется система заземления TNCS. В такой системе заземления в выводном щите многоэтажного дома выполнен повторный контур заземления, а в этажный щит заходит не 4, а 5 проводов. О чем говорят эти буквы TNCS? Основное, что для нас важно, это C Combine и S Separate, которые означают, что до вводного электрощита в доме PEN проводник у нас совмещает функции нулевого и защитного, и это слово combine объединять. А в этажный щит приходит отдельно 0 и PE защитный провод заземления. Буква S separate как раз об этом и говорит. Разделять. В этажном щите присутствует три фазных, нулевой и отдельно защитный провод заземления. На корпус щита подключается именно защитный провод заземления. 0 имеет отдельную шинку, не соединенную с корпусом, и изолирован от электрощита. Существует еще более современная система заземления TNS. Здесь 5 проводников отдельно друг от друга прокладываются уже непосредственно от трансформаторной подстанции до жилого дома и в подъезд. Давайте теперь пройдемся по каждой системе заземления отдельно. Например, в вашем доме система заземления TNCS. Как я говорил уже ранее, определить это легко. Посчитайте количество проводов питания в щите. Их должно быть 5. Только обязательно убедитесь, что нулевая шина отсоединена от корпуса электрощита на этаже. Заземление в квартире в этом случае делается следующим образом. Фаза вашего питающего кабеля подключается на старое место, где была ранее подключена старая электропроводка. Не рекомендуется самостоятельно переключаться на другую фазу. Как правило, нагрузка в подъезде уже равномерно распределена, и ваша самодеятельность может сказаться на перекосе напряжения в подъезде.
Нулевая жила подключается на нулевую шину, и она должна быть отсоединена, как я говорил, от корпуса и не иметь с ним связи. Провод заземления подключается к корпусу электрощита. Не подсоединяйте свой провод под болты, где уже подключены соседние квартиры. Выберите отдельное место для подключения. Так будет надежнее. Если в вашем доме современная система заземления ТНС, механизм подключения такой же, как и при системе заземления ТНС, о которой я говорил выше. И, наконец, в вашем доме система ТНС. В данной системе заземления в щит приходит 4 жилы, 3 фазы и 0. Нулевая жила совмещает в себе рабочий ноль и защитный проводник. Отдельного заземляющего контура в щитовой дома нет. Если на вашем кабеле питания квартиры третий провод заземления просто подключить к нулю на корпус щита, это в дальнейшем может привести к печальным последствиям. При обрыве или отгорании общего питающего ноля дома на всех ваших заземленных приборах появится напряжение как минимум 220 вольт. Повлиять на это вы никак не сможете. А ноль может отгореть в стояке, в подвале дома или даже в трансформаторной будке. А пострадаете вы и ваши бытовые приборы. Поэтому выполнять такое подключение не рекомендуется и опасно для жизни. Лучше третий защитный проводник в розетках заземления в этом случае вообще не подключать. Дождитесь, когда проведут реконструкцию электросетей в вашем доме, и только после этого переходите на подобную схему защиты. Как же себя защитить, если у вас система ТНС? Самый простой и дешевый способ, который предлагают электрики, это использовать УЗО или DIF-автоматы. Хотя для информации я вам скажу, что действующие правила устройства электроустановок запрещают устанавливать УЗО в системе ТНС, то есть в домах старой постройки. Почему? Смотрите видео по ссылке в описании к данному сегодняшнему ролику. Не старайтесь, так сказать, включить соображалку и пойти по легкому пути. Некоторые жильцы таких домов, а порой и электрики, ищут в стене арматуру и пытаются заземлиться на нее. В конечном итоге пробитую фазу вы запустите не в землю, а на мойку или чугунную ванну соседа. Если вы проживаете на первом этаже многоэтажки, некоторые электрики советуют отгородиться от всех и под окнами или в подвале, смастерить собственный отдельный контур заземления. После этого заземления в квартире присоединяется к этому контуру. При нахождении квартиры выше первого этажа рекомендуют следующее мероприятие. В подвале по всем правилам монтируете самостоятельный контур заземления. В стояке протягиваете одножильным проводом до вашего щитка отдельный проводник. Он должен быть обязательно медным и сечением минимум 10 квадратных миллиметров. Соединяйте этот проводник с контуром, который вы ранее выполнили, и кабелем в щитке, питающим вашу квартиру, а именно с третьей защитной жилой заземления. Однако и такое, казалось бы, надежное и автономное заземление в многоэтажном доме запрещено правилами. Ну, вернемся к началу сегодняшнего ролика. Заземление на трубу. Те жильцы, которые делают такое заземление в своей квартире, думают, что таким образом заземлились и обезопасили себя. Ни в коем случае так не делайте. При пробое изоляции на оборудование фаза попадет на батарею и по трубам окажется во всех квартирах жилого дома. А тут уже и до несчастного случая недалеко, виновником которого будете именно вы. Какой вывод? Если вы проживаете в многоэтажном доме старой постройки без реконструкции электросетей подъезда и перехода на систему заземления ТНС, а именно выполнение повторного контура заземления в щитовой всего дома, вы никоим образом и как бы вы ни хотели, вы не сможете получить надежное заземление в вашей квартире. Против законов физики, как говорится, не попрешь. Грамотно выполняйте рекомендации, исходя из системы заземления в вашем многоэтажном доме, и тогда ваше оборудование проработает долго, и даже при возможном повреждении и аварии вся ваша семья и жильцы дома на 100% будут в безопасности. Ну вот и вся, надеюсь, полезная информация по теме заземления в квартире на трубу. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео в социальных сетях среди своих знакомых, друзей, подписаться на наш канал.
Оставайтесь подписчиком нашего канала, становитесь подписчиком нашего канала. На нашем канале будет не скучно, на нашем канале будет интересно. До новых встреч, всего хорошего.